Всем привет! Вы на канале Дело мастера боится. Сегодня мы будем не работать, а отдыхать. А именно собирать грибы-вешенки. Уже начало ноября, прошел сезон дождей. И прошла неделя с того момента, когда они закончились. И теперь можно поехать поискать вешенки. Вешенки мы будем искать на территории Великолукских плавней. А именно протока Быстрых и Мирошных. Через неделю обещают морозы, а так температура в последние дни была 10 градусов Цельсия в среднем. Видно, что деревья уже пожелтели, очень красиво. Наступила настоящая осень. Некоторые даже розовые листья. Кувшинки уже упали, вода похолодала примерно, плюс 10 градусов Цельсия. И начал активизироваться хищник. Сейчас, кстати, я ехал, очень много хищника сбрасывается. Я сегодня еду один, потому что дедушка Вася устал, заболел и отдыхает дома. Итак, поехали. Вот я на берегу и посмотрим, что же здесь есть. В прошлый раз было много следов диких животных, сейчас посмотрим. На берегу есть немного следов кабанов, но видно, что был прилив и их смыло. Весь лес плотно порыт кабанами, как будто бы здесь работал кто-то лопатой. Я, как всегда, воспользуюсь программой «Я иду домой» и выставим координаты нашего места нахождения лодки. Включаем GPS и ждем, пока программа проконнектится со спутниками. Установленное. И ставим точку местонахождения. Координаты дома введены успешно. Теперь ложим его в карман и можно идти искать грибы. Лес еще суховат, и вот на одном из деревьев начали появляться вешенки. Их очень много, но они еще почему-то не выросли. Вот здесь свежие срезы, значит, грибники были совсем недавно. Вешенок пока не видно, а вот грузи я уже нашел. И пока из-за отсутствия вешенок можно обрезать и их. Они еще молодые, не червивые. Поэтому пойдут на засолку. Уже стало солнце. И вот я на одном из деревьев нашел наконец-то вешенки побольше, чем те, что мы видели до этого. Видно, что они красиво притаились на дереве. Дерево повалено. Это тополь. И уже можно что-то срезать. Такие вешенки уже можно брать. Здесь очень много поваленных деревьев. Необходимо искать ближе к земле. Сейчас там влажно, и все грибы растут там. Вот красивый пенечек. И под ним притаились симпатичные вешенки. В прошлый раз я на этой пеньке нашел гигантов. А сейчас они еще обычные молодые вешенки. Будем их срезать. Вот такие красивые вешенки. И уже можно что-то положить в рюкзак. Ну вот уже немного вешенок есть. И 2 груздя. Рядом растут такие небольшие грибочки. Они тоже из семейства вешенок. Но и не очень вкусные, поэтому я их собирать не буду. Вот на этом дереве раньше было очень много вешенок. Но дерево почти все уже истлело. Кора опала. И их пока здесь нет. Здесь очень хорошие места, перспективные, но вешенок почему-то нет. Казалось бы, прошли дожди, их должно быть много. Но они очень маленькие и почему-то не выросли. Но я не теряю надежду, пойду дальше
по знакомым местам и поищу еще. Вот здесь вдалеке я видел деревянный гриб. Он очень похож на вешенку, но не такой. Уже старый, отпадает. Он несъедобный. В лесу очень много мусора. Лежат пустые бутылки из виноводочных изделий. Какие-то банки, бутылки пластиковые, тряпки. Туристов хватает. Вот здесь поваленное дерево. Кора уже с него сошла. И рядом дерево еще не упало. Поломанное. На нем уже появились небольшие вешенки. Будем их связать. Вот такие грибочки небольшие, но есть. Вот лежит дерево, на нем есть немного вешенок. Жалко, что единичные экземпляры. Такие небольшие. Здесь такой валежник, а вот там притаились внизу вешенки. Небольшое семейство. Добраться до них можно. Аккуратно срежем их. Это бежевые вешенки, которые появляются раньше, чем синие вешенки. Вот под этим деревом кабан вырыл глубокую яму. Здесь, наверное, он спал не так давно. Корешки ел. Большая сила у него. Вот я нашел какие-то непонятные грибочки. По-моему, это называется польский гриб. Но они уже старые и червивые. Розовая шапочка была и губчатая нижняя поверхность шляпки. Дело к 10 часам. Я подхожу к поломанным деревьям. Здесь, возможно, может быть какая-нибудь грядка вешенок. Да, точно, есть. Налево 70 градусов. Немного, конечно. 100 метров от моей лодки. Но уже небольшая кучка вешенок есть. Не очень большие, но вполне подойдут для супа из грибов. А эти вешенки имеют темные шляпки и появились совсем недавно. Вот такие красивые шляпочки. В этом году в лесу очень хороший урожай боярышника. Это самое лучшее лекарство от сердца. Здесь лес пошел гуще. Много валежника, но есть хорошие полянки. И вот здесь, я смотрю, под деревом уже выросла партия вешенок. Очень красивых и симпатичных. Наконец удача улыбнулась нам, и можно немного их нарезать. Будем срезать. Отличная грибница, она весит примерно пару килограмм. Это первый удачный улов на сегодняшний день. Дерево рядом возле тех грибов. И вот можно увидеть, что уже под поломанным деревом тоже выросло 2 гриба небольших. Не очень большие, но симпатичные. Внимательно осматриваем опавшие деревья. И вот еще можно заметить грибы. Здесь немного что-то их погрызло. Наверное, какая-то мышка. Будем связать. На одном из деревьев я нашел даже такой необычный гриб. Интересно, как он называется и можно ли его есть. Если знаете, напишите в комментариях. На этом дереве вешенка почти белая. Скорее всего, ей не хватало света.
поэтому она не посинела. А вот здесь под деревом притаилась целая партия зонтиков. Мой брат их собирает. Говорит, что они вкусные, но я их собирать не буду, потому что наша семья их не любит и боится. Вот еще лежачее дерево, а возле него вот пенек. И на нем есть красивая, аж темно-серые вешенки. У них мясистая ножка и очень плотное тело. Некоторые грибники, которых я видел, собирают вот такие грибочки. Я не знаю, они съедобные или нет. Если вы знаете, напишите в комментариях. Вот они маленькие. Каждое дерево необходимо рассматривать со всех сторон. Сверху и снизу. Если здесь посмотреть снизу, то можно увидеть грибочки, которые притаились под низом. Вот они растут с одной и с другой стороны дерева. Поэтому внимательно смотрите с обеих сторон. Значит, здесь более влажное место. И грибам нравится. Затишек. И такие грибочки. Не маленькие. Потихонечку набиваем рюкзак. Все-таки хочется зайти подальше в лес, потому что там больше влажности, можно больше найти грибов, потому что там меньше ветра, спокойнее, влажнее. Вот я вижу на одном дереве как раз есть то, что я искал. Большие вешенки. Они притаились под листвой, и их издалека плохо видно. Видно, что их уже кто-то пытался съесть. Такие симпатичные красавцы. Дома от листвы почистим. Ну а пока бросим их в рюкзак в таком виде. Дома разберемся. Сейчас нет времени их перебирать. Красивый лес. Все золотое, желтое. Настоящая золотая осень. Под ногами просто ковер. И вот время подошло к обеду, и можно ехать домой. Я включаю на андроиде свою программу «Я иду домой» и пойдем до лодки. Включаем кнопку «Идем домой». Начните движение. Двигайтесь преимущественно по прямой линии. От подсказки к подсказке. До цели 118 Если вы метров. произвольно изменили направление, И пойдем. следующая подсказка будет неточной. А вот уже и наша лодка. Значит, навигатор вывел правильно. Ну что, будем подводить итоги. И вот мой грибной улов вешенок. Вешенки самые разнообразные. Есть бежевые, темно-серые. Но не очень большие в основном. Примерно килограмм 10. По итогу тихой охоты понятно, что вешенки есть, но их очень мало. Точнее, не на каждом пеньке, а примерно на одном из 10. Что очень плохо. Скорее всего, это потому, что сейчас на улице холодно. Всего плюс 9 градусов Цельсия. Я думаю, в ближайшее время, если потеплеет и будет такая влажная погода, вешенок вырастет больше. Вы были на канале Дело мастера боится, смотрели видео, как собрать вешенки на островах Великолукских плавней реки Днепр. Пишите свои замечания и комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока!